Слава, привет. Вопрос. Что случилось с современной музыкой? Из нее ушел звук. Кажется, что качественная музыка осталась в 90-х. Сейчас слышу только кожу в музыке. Ой, я, если честно, не сильно... Я не сильно сведущ в этом. Я одно время очень был в это погружен в начале 2000-х. Но сейчас мне не прокомментировать, да, то есть я То, что я слышу в основном, это действительно кожно-зрительная музыка, наверное, да, то есть она такая легенькая, ненапряжная, эмоциональная, вот, ну или там это кожно-оральный рэп какой-нибудь, да, что-то в этом роде. Но то, что есть направления звуковые, я думаю, что это тоже есть, это тоже имеется. Вот, в Советском Союзе звуковое направление в музыке было проявлено чем? Было много песен про друзей, про верность родине, про верность ценностям каким-то, да? Там вот такие штуки. Но сейчас этого нет, действительно. Ну, сейчас это не модно. Верным другом быть, там, родину любить. Пожертвовать чем-то своим ради общего блага, это чуть ли не это самое, не глупость считается. Ну, соответственно, вот если этот мотив имеется в виду, да, он малость подпропал, хотя в кино, в принципе, мне кажется, он разворачивается. Это есть. Вот. А если говорить о звуковой музыке в плане там какой-нибудь, что там у нас из чисто звуковых направлений, какой-нибудь транс, да, транс или гранж, или ну, металлика, вот какая-нибудь тяжелые такие анально-звуковые штуки, да. Мне кажется, что все это есть, просто мода на это прошла. Ну, они там своими направлениями остались, просто люди в это сейчас не сильно ходят. Ну и понимаешь, мир-то какой? Мир очень быстрый, то есть сейчас что рулит? Скорость. Скорость, деньги, да? И скорость, деньги, достаток, показать себя, да? Поэтому, ну, это, получается, должно отражаться вообще в культуре, в искусстве. Ну, вот оно отражается, что музыка кожная, она скоростная. Она скоростная и показушная, да? Поверхностная в плане эмоций. То есть она не глубокая. Но сейчас в почете там легкости, бери от жизни все. Ну, вот какие лозунги звучат, такая и музыка, соответственно. И плюс не забывайте, ну, музыку делают прежде всего, вот новые веяния делают кто? Естественно, подрастающие поколения, да. Выросло поколение детей, для которых нет проблемы достатка. Вот в том смысле, как это было, что нечего кушать, например, да, или что мы живем там, у нас с потолка капает вода, да, ну, сейчас так живут мало людей. Это не массовое явление больше. В коммуналке, вот, например, я жил в коммуналке, когда был в детстве, там, ну, в самом раннем. Ну, мои дети не могут представить, что такое коммуналка. То есть, ну, я рассказать-то могу, там, поделиться, сесть, там, налить чайку, посадить их рядом и сказать, сейчас я вам расскажу про коммуналку. И история у меня будет, вот. Потому что там все было реально. Там пьяные соседи, там и наркоман, и алкоголик, и такое, и сякое. Там один сидел в тюрьме, и куча всего было, да. Ну, то есть такой период был, например, у меня в детстве, но у моих нет. Соответственно, то, что, например, откликалось моему поколению в песнях, если взять группу «Ноль», например, да, с песней «Коммунальная квартира», этого нету. Ну, то есть этих вибраций нет у них вообще, да, то есть они вообще что им париться о материальном, у них там все есть, там покушать, погулять, одеться. Их уже волнуют другие вибрации, там, как себя выразить, например, да. Тут же не до самовыражения было тем, кто в коммуналках жил. Им бы что угодно сделать, только бы съехать и хоть в однокомнатную квартиру, чтобы пожить отдельно, да. Ну, то есть, ценности меняются, музыка меняется, ну, в принципе, нормальный процесс. Хотя, конечно, не как хотелось бы все это происходит.